Приветствую подписчиков и гостей моего канала. Для вас мой традиционный утренний обзор главных новостей в России и мире на период 11 октября. Кабинет министров Российской Федерации одобрил проект распоряжения о выделении в 2020 году Министерству труда дополнительных средств из резервного фонда правительства на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет включительно. Данное решение правительства опубликовано в субботу на сайте Кабинета министров Российской Федерации. Принятие проекта распоряжения позволит в полном объеме обеспечить осуществление в 2020 году ежемесячных выплат на детей этого возраста. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах с 1 января 2020 года на детей в возрасте с 3 до 7 лет. Согласно документу, выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе. Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что теплая погода покинет регионы Центрального федерального округа к концу следующей недели. Циклон, который придет с юга через неделю, уйдет на восток, вследствие этого температура понизится на несколько градусов и будет соответствовать климатическим нормам. По данным Гидрометцентра, в Москве в воскресенье и понедельник днем прогнозируется 14-16 градусов тепла, во вторник 17-19 градусов, в среду 16-21 градус, в четверг 12-17 градусов, в пятницу 11-16 градусов. Президент России Владимир Путин в поздравлении работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности заявил, что для модернизации и повышения эффективности агропромышленного комплекса России в стране и в мире еще немало предстоит сделать. Президент отметил необходимость создания удобной и комфортной среды для жизни человека и семей с детьми в сельских поселениях. По его словам, в стране существенно увеличилось производство продукции животноводства, в том числе мяса и молока, хорошие темпы роста фиксируются и в тепличном овощеводстве. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, ранее занимавший должность главного санитарного врача России, считает, что ограничительные меры из-за распространения коронавируса должны быть не жесткими, а адекватными. По его словам, зимой и весной власти пошли на непродуманное закрытие всего и вся в связи с отсутствием опыта лечения и профилактики коронавируса. Для эффективной борьбы с вирусом, как подчеркнул Онищенко, нужна золотая середина, к тому же сейчас мы научились этот ковид лечить. И самое главное это то, что у нас есть средства специфической профилактики, то есть вакцина. Днем ранее депутат Госдумы заявлял о недопустимости введения в России жестких ограничений по коронавирусу по аналогии с весенними. В записи, опубликованной на своем YouTube-канале, врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что футбол является лучшим способом профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению Комаровского, тяжесть протекания инфекции зависит от того, сколько вирусов попадет в дыхательные пути. При малом количестве человек не только не заболеет, но и начнет вырабатывать иммунитет к заболеванию. Получить большую дозу вируса на улице люди не могут, отметил врач Комаровский. Число новых случаев заражения коронавирусом в мире уже третий день подряд бьет антирекорд. За минувшие сутки зафиксировали 383 359 пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения. Сегодня в Таджикистане открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах в стране. Всего открыто более 3000 избирательных участков для голосования. За пост президента борются 5 кандидатов, среди них действующий президент Эмомали Рахмон. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажать на колокольчик. Все самые актуальные новости Москвы и России, а также главные мировые новости у меня на канале. С уважением, Ренат.